Здравствуйте, давно я вас не радовала ценами местными. Ну вот наболевшие, да, помидоры, огурцы. 60 лир со скидкой. Магазин Carrefour на веточке, которые. Остальные, вот что коктейльные, вот такие вот. Что вот эти я взяла. Я по запаху беру. Какие пахнут помидорами, те беру. Что вот такие вот помидоры покрупнее. Все 49,90. Ну, 50 лир, считайте, 90 рублей. Коктейльные 45 лир. Стаканчик. Вот такие розовые, как они называются, томаты перме, 100 лир, то есть 180 рублей, да? Такие цены здесь. Грибы 300 грамм шампиньонов 64 лиры. Цветная капуста 30 лир. Это магазин, напоминаю, не рынок. Лимончики, что-то дорогие, 100 лир. Белокочанная капуста 21 лира. Морковка 29 лир. Лук-порей, или, да? Да, 46 лир. Цветная капуста крымзы, красная они называют, 37 лир. Мандаринчики еще есть. Уходящий сезон. Можно еще покушать. 39 лир. И апельсины. Очень сладкие везде. Эти похуже 30 лир. Получше 40 лир. Так, взяла мандаринчиков. Все беру по полкило. Больше мне что, портится только. Дальше пойдем. Груши 109 без скидки. Яблоки разные. Старкинг сорт 90. Желтые 109. Голден. Гренни Смит 109. Ну, считайте, по сколько? По 100, по 90 рублей наших, да? Так, вот такие игрушки. Санта-Мария 115 лир. Айва, пожалуйста, есть еще. 200 лир. Внизу у нас экзотические. Манго 89. Клубники коробка, да? 500 грамм. 550 грамм клубники. 129 лир. 100 для февраля вполне нормально, по-моему. Гранаты 109. Но они уже такие подпорченные. Я покупала. Уже сезон прошел, я наелась. Так, ананас целый 129. Киви 134. Авокадо 50. Авокадо здесь всегда дешевые, по-моему. Разные салаты. Все в одну практически цену. 65, 64 лиры. Зелень, пожалуйста. Хотя бы здесь свежая. А то в какой-то в Мегрисе она вся вялая. Майданос, он же петрушка, 20 лир. Лук зеленый 21. Мята 19 лир. Такая мята сочная. Так, Догансес Делмет, это лук. Что это? Это щавель, наверное, да? Шпинат. Шпинат 50 лир. Пучок. Картопля по карте Карфура. Она у меня есть. 17 лир. Не мытая, но классная. Лук по 10 лир по карте Карфура. Так, красный лук не вижу цены. Ну, там те же мандарины и яблоки. Чеснок. Чеснок 179. Мелкий. На рассаду, что ли. Так, тут еще не показала, что перцы. Не знаю, какой-то из них острый, какой-то сладкий. 180, 150 лир перцы. Кабак. Боже мой, кабачок. 150 лир. Цены вот наверху. Баклажаны 170 лир. На долму для фаршировки сладкий перец 150 лир. Это килограмм, я объявляю. Так, помидоры показывала. И здесь какие-то биберы, перцы. 119, 129, 109. По-моему, по центру сладкий, да. Вот красный сладкий, 129 лир.
Ну, чуть дешевле на 20 лир, чем вот такой вот, как мы привыкли к перцам цветным. Самое главное, что не сняла. Салаталык, они же огурчики. Один вид представлен. Нет, два. Сейчас второй покажу. 100 лир. 100 лир, полкило. По 200 лир, по 400 рублей. Представляете? 400 рублей килограмм. Пачка 200 рублей. Так, и еще вот такие огурцы. 169 лир. Сколько там? 280 рублей. Ну, они сладкие, конечно, мелкие, но желтоватые какие-то. Ну, здесь же рядом орешки покажу. Вот такой вот мешочек у нас стоит 200 лир. Это у нас фисташки продаются. Вкусные, зараза, здесь фисташки. Цен что-то нет. Цен нет, вот есть. Ничего нет. Срок годности тут. А цену я не вижу. Цена, наверное, дальше там будет. Вот такие наборчики. А нет, это один вид орешков. Фундук. Нет, смесь. Килограмм 999 лир. Но здесь в этой смеси сколько тут грамм? Сослепу не вижу, сколько тут грамм. В общем, оно легкое. Я не помню, оно стоит сколько-то. А, вот упаковка. Нет, ну здесь не полкило явно. Не знаю, не помню. Дорогие орехи. Орехи дорогие везде. Миндаль 600 рублей килограмм, например. Сухофрукты, пожалуйста. Турецкие. Вот это 324 лиры. Ну, дорого, конечно. На эти вещи дорого. Пошли уже крупы. Вот арахис, например. 150 лир килограмм арахиса. Ну, здесь, да, килограмм, наверное, есть. Или чуть меньше. Грецкий орех они любят. 200 лир килограмм. Здесь, наверное, чуть меньше килограмма. И вот смеси такие всякие. Ну да, вот эта смесь орехов 400 лир. Слушайте, подорожала. Я брала меньше, по-моему, по 250. Или по 300. Вот так вот. Ладно, покажу еще сыры вам. Я такие не очень ем. Я чечил все ем. А вон чечил есть. 200 лир уже. Кошмар. Цены дорожают, конечно. И вот, пожалуйста, смотрите, какие. Сыр для жарки, например. 159 лир. Кусок. Кусок. Это все в кусках. Куски 250 граммовые. Эти цены на 250 грамм. Тут сыр такой, тулум, типа тулум пионер. Ну, он такой соленый, короче. А вот здесь твердый, там як. И он продается по 100 грамм. 100 грамм 100 лир стоит. Косар пионер виды. Это типа гауда наш, такой полумягкий. Я брала. Ну, в принципе, нормальный. Для макарон нормальный. Так можно бутер съесть. Вот они все, косар пионеры. Лучше для меня марка вот такая вот голубенькая, сутаж написано. Так, внизу опять же это для жарки все. Потом на бутерброды. Такой мягкий бутербродный сыр. 360, цены на глаза. Для любителей сыров, конечно, беда. Я-то не очень любитель. Я говорю, я только чечил ем. Но тут вот одного вида только чечил. А он наверху они есть чечил. Тейл пионер. 108, 119, 149. Но я такой не ем, вот этот рыжий. А вот синенький, вот такой вкусный, Йороксут. Его чечила тут нету. Жаль. Ну, это еще более больное, чем овощи. Говядина. А, кстати, скидки от 929 килограмм. Это 1700 рублей. Это кусочками. До 1500 лир вырезка. А вот хорошие кусочки вроде, да? Вот. 959 говядинка. Здесь говядина, свинины, конечно же, нет.
А вот это, нарезанные куски, тушить 829. На кости такая голяшка 799 лир. Это у них скидки сегодня еще на говядинку. Такая, как ее назвать-то, господи, косточка это. На косточке. Кругляш, нога. Холодец на нее, из нее тоже получится. Курица без скидок сегодня. Все бахвитовское. Нет, 109 лир, вот скидка на ножки. Что-то мне не хочется. Курочку. Вот такие вот цены на мяски. Я все время прикалываюсь. У них вот в этих, таких корзиночках везде лежат приправы. 300 лир и 270 лир. Это мята. Вот такой пакетик, это мята. А это полбибер, острый перец. Красный перец. Вот я говорю, они либо перец едят, либо мяту. Либо возбуждаются, либо успокаиваются. А тут у нас деликатесики, между прочим. Есть солями. Знаете, сколько стоит? 5000 килограмм. 1500 бастурма. Самый дешевый. И то это, я не знаю, килограмм. Неужели пакетик? 120 грамм? Нет, килограмм все-таки, наверное, да? Да, это за килограмм. Получается, упаковочка бастурмы у нас 159 лир. Ну, в принципе, 280 рублей. Можно купить, да? Это на жарку колбаска. Кстати, я сегодня попробовала их колбасу. Можно есть с яичницей. Нормально пожарила. Так, а это какая-то... А тоже пастурма. Любят они пастурму разных видов. А это у них кавурма типа холодец. Вот это вот. Ой, холодец, говорю. Господи, скажите мне. Тушенка. Только она такая какая-то, типа замороженная тушенка. 2400 килограмм. 200 лир. Один вот этот рулетик. Ой. Ну, это их колбаски тут местные, я так понимаю. Но тоже они такие не дешевенькие. Видите, да? По килограмм 1700, 1900. 1000 лир самые дешевые. Ну, за килограмм, естественно. От 2000 колбасы. Ну, это копченые. Вот. Ну, оливочки разных видов. Оливочки по 500 лир, по 450 лир. Фаршированные 500 лир. Копченые 500 лир. Килограмм, естественно. Ну, 100 грамм можно за 180 рублей взять, в принципе, тоже. Ну, это продолжение сыров. Вот очень твердые сыры. 800, 790. Да, что так дешево. Твердый сыр, пожалуйста. Кто искал? В Карфуре. 800 лир килограмм. Ну, нормально, терпимо. Ну, понятно. Относительно, но все-таки это сыры, не знаю какие, такие пия-спиннер. А, это их местный белый сыр, я его не ем, мне невкусный. Так, а это цены на питание для детей, кошачьих, собачьих. Скидки у них кончились, было 1+1. Теперь у них по ценам баночка вот эта 60. Моему Максу вот эти пакетики он кушает 50 лир. 5,8. Господи, сколько это будет? Посчитайте сами. 90 рублей, короче, одна пачка. Есть вот такие экономные пакеты, упаковки, но я не знаю, что там лежит, потому что он от них в последнее время отказывается. В общем, все, без скидок очень грустно кормить кошек. А уличную я кормлю Феликсом. На Феликс тоже скидок нет. Но я в 101 покупала по 17 лир. Тут по 34, естественно. Не буду покупать ей. Обойдется, ее там еще 3 кормят. По одному разу я ее кормлю. Вот так вот.
Так что кошек содержать в Турции становится все дороже. А местные корма мои не едят, например. Это с детства их приучать тут держать. Вот так вот.